с какими показателями, с какими результатами, с какими итогами московские ЗАГСы завершили 2010 год. К сожалению, я хочу начать все-таки с регистрации заключения брака. И мы в 2010 году отметили небольшое, но снижение заключения браков у нас в Москве. 91 140 браков было заключено. Это на 1182 акта меньше, чем в 2009 году. По-прежнему большинство московских молодоженов предпочитают заключать брак в возрасте 25-34 лет. И в 2010 году в этой возрастной группе вступили в брак 51% мужчин и 47% женщин. В возрасте от 18 до 24 лет заключили брак 20% мужчин, 33% женщин. В возрасте от 35 и старше 29% мужчин и 20% женщин. Для 68% мужчин и 71% женщин заключенный в 2010 году брак был первым. В 2010 году вступило 165 подростков в брак, из них 140 девушек и 25 юношей. Это меньше, чем в 2009 году, где-то на 30%. 10 416 браков было заключено в Москве с участием иностранцев. Это на 1926 браков меньше, чем в 2009 году. Чаще всего в прошедшем году в Москве вступали в брак граждане Украины, Молдовы, Армении, Белоруссии, Узбекистана, по уменьшающей, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Грузии. Среди иностранных браков лидером 2010 года были браки, заключенные с гражданами Турции, Германии, Израиля, Вьетнама, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Италии, Франции, Сербии и Афганистана. Самым приятным актом, о котором мы сейчас с вами поговорим, это, конечно, государственная регистрация рождения юных москвичей и детишек в нашем городе. И по итогам за 2010 год в Москве зарегистрировано 123 638 актов о рождении. Это на 7363 больше, чем в 2009 году. 11 327 рождений зарегистрировано в семьях, где один из родителей или оба родителя являются иностранными гражданами. Это на 390 актов меньше, чем в 2009 году. Не намного, но на 110 актов уменьшилось количество рождений в наших молодых семьях. И все-таки в молодых семьях, где возраст родителей до 30 лет, родилось 38 556 малышей. Я хочу вам напомнить, что правительством Москвы предусмотрен целый ряд дополнительных единовременных пособий в связи с рождением детей в молодых семьях. И при рождении первого ребенка единовременное пособие составляет 5 прожиточных минимумов, при рождении второго 7, при рождении третьих и последующих 10. И на сегодняшний день прожиточный минимум в Москве 8448 рублей. Вот можете умножить и представить себе дополнительный вид выплаты, который помогает, наверное, все-таки нашим молодым подготовиться к рождению ребенка. Сейчас я вам хочу назвать десяток популярных имен наших мальчишек и девчонок. Но скажу откровенно, что наши имена в 2010 году не поменялись. Лидером среди девочек остается Мария, второе место держит Анастасия, третье Дарья,
Анна, Елизавета, Полина, Екатерина, Виктория, Софья и София. Софья – 9-ю позицию и София – 10-е место. Как вы видите из этого списка, кто не первый раз принимает с нами участие, из десятка популярных имен среди девочек ушло имя Александра. Но среди мальчиков лидером по-прежнему остается Александр. Уже 6-й год он занимает первенство, 1-е место среди мужских имен. 2-е место занял Максим, Артем, Иван, Дмитрий, Михаил, Никита, Даниил, Егор и замыкает десятку имя Кирилл. Вот как бы самые популярные имена, которые используются москвичами при принятии решений, как назвать своего малыша. Среди необычных имен у нас Еремей Покровитель, 2-е имя, Лука Счастье Саммерсет, Оушен, имя, состоящее из 4 составляющих, Огнеслав, Моно Никита, Архип Урал, Кит Радость Океана и Алеша Каприна. 2-е имя, которым названа была девочка. В целом за последние 10 лет количество актов о смерти в Москве уменьшилось на 3,5%. И в 2000 году было зарегистрировано 130 692 акта, а в 2010 году 126 167. То есть мы все-таки полны оптимизма и очень надеемся, что если не будет глобальных каких-то аномальных явлений нашей природы, то все-таки возрастная группа наших людей будет увеличиваться, возраст проживания будет все больше и больше, и все-таки мы получим положительную динамику по Москве по уменьшению количества актов по государственной регистрации смерти.